Абаддон — это милишный герой с основным атрибутом сила. Скорость передвижения 310, начальный урон 60. Базовые характеристики 21 интеллект, 17 ловкость и 23 силы. Характеристики на очень хорошем уровне, но вот с броней вышла беда, всего одна защита на первом уровне. Абаддон получает 2,7 силы за один уровень, 2 интеллекта и 1,5 ловкость. На себя обращает внимание достаточно высокий прирост интеллекта, однако это неудивительно, несмотря на то, что Абаддон силовой герой, он отчасти является магом. Первый скилл Абаддона — Mist Coil. Абаддон может полечить союзника или нанести урон противнику, при этом половину от нанесенного урона или лечения он сам получит в виде урона. Кулдаун всего 5 секунд на всех уровнях, монокос тоже не кусается. Второй скилл — Apotic Shield. Абаддон накладывает на себя или союзника щит, который поглощает некоторое количество урона, после чего щит взрывается. Снимает с цели большую часть негативных эффектов. Третий скилл Абаддона — пассивка Curse of Avernus. Атаки Абаддона накладывают на врагов эффект, который замедляет скорость их атаки и передвижения. Также эффект Curse of Avernus ускоряет всех, кто бьет цель, на которой он висит. Ультимейт Абаддона — Borrowed Time. При активации любой получаемый урон начинает лечить Абаддона, снимает большинство негативных эффектов. Активируется автоматически, если здоровье падает ниже 400. Может быть улучшен Аганимом. Аганим увеличивает длительность действия ультимейта на 1 секунду, а также, когда аганимный Borrowed Time активируется, он перенаправляет 35% получаемого союзниками урона на Абаддона. Радиус действия эффекта 900. Абаддон чаще всего отыгрывается на двух ролях — это саппорт и кэрри. Если быть откровенным, то кэрри из Абаддона посредственный, так как он милишник, у него нет блинка, фармит он медленно, у него нет стана или какого-либо замедления, нет баша или уворотов. Из плюса только очень хороший ультимейт и неплохая пассивка. В общем, есть гораздо более эффективный кэрри в любой из ситуаций, поэтому в этом гайде мы будем делать упор именно на саппорт Абаддона, но и кэрри вариант не обойдем стороной. Собственно, скиллы Абаддона намекают на то, что скорее ему нужно быть саппортом. На про-сцене Абаддон играется исключительно в роли саппорта. Комбинация койла и щита позволяет поддерживать жизнь союзников, снимать с них негативные эффекты и спасать из любых ситуаций. Ультимейт же позволяет при этом всем самому Абаддону находиться прямо в гуще событий. Это удобно, так как большинство саппортов очень хлипкие и им нужно быть очень аккуратными в битве. Абаддон в этом плане достаточно простой персонаж. Давайте сразу разберемся, а нужно ли нам вообще играть за Абаддона, или стоит выбрать какого-то другого персонажа. Абаддон как саппорт выбирается в нескольких случаях. Первый, если у врага есть один или несколько сильных точечных станов, например, Бэйн, Бэтрайдер, Мирана, Бестмастер. Их Абаддон здорово контрит своим щитом. Второе, если вы собираетесь идти дабл-линиями, особенно хорошо Абаддон смотрится на двойной линии в сложной. Третье, если вы собираетесь пушить. Абаддон один из лучших саппортов в пуш-комбинациях, так как у него множество хилов и он очень живучий даже совсем без артефактов за счет своего ультимейта. В случае, если вы не пушите, не идете даблами и у врагов нет перечисленных выше героев со станами, то можно задуматься о выборе другого саппорта, так как Абаддон может быть не очень полезным. Кэрри Абаддон берется в редких ситуациях. Например, против Вайда, так как может спокойно пережить его купол в своем ультимейте. Также Абаддон может быть более-менее эффективен против большого количества милишных героев в команде противника. Никогда не берите Абаддона как кэрри против излишне мобильных пиков, где присутствует много героев типа Коп, Потом, Антимейдж, Пак, Клокверк, Фурион, Вивер и подобных. Также не стоит пытаться пикать кэрри Абаддона против Акса и Дума, оба контрят его слишком сильно. Если мы играем саппортом, то прокачка скиллов выглядит следующим образом. Упор в прокачке скиллов делаем на койл, так как прирост его эффективности растет достаточно заметно. Вторым приоритетом, естественно, является щит. Ультимейт тоже берем при первой же возможности. Пассивку обычно берем после того, как койл и щит уже раскачаны на максимум. Однако, иногда можно взять пассивку и раньше. Например, если мы активно пушим линию или пассивка может помочь сделать фраг на линии. Если мы все-таки выбрали путь кэрри, то качаем скиллы следующим образом. В общем, по ситуации прокачка может быть примерно такой же, как и за саппорта. Просто потому, что щит и койл делают урон и вообще достаточно полезны, но пассивку лучше начинать качать пораньше. С ней проще фармить, проще пушить линию и убивать противников. Время пройтись по магазинам и купить немного предметов. Для начала разберемся с саппортом. Начальный закуп у нас будет примерно такой. Танго, хилка, кларити, Ring of Protection и курицы или варды. Если команде требуются и курицы, и варды от вас, то жертвуем колечко.
Вместо него можно взять пару веточек. Ring of Protection даст нам немного живучести в начале. Впоследствии вы сможете сделать из него какой-нибудь полезный артефакт, например, Tranquilla или Vladmir's. Первым делом стараемся купить ботинок. Из него делаем Tranquil Boots или Arcane Boots по ситуации. Транквилы очень удобные, так как мы часто наносим урон сами себе кайлами. С другой стороны, мана может кончиться, тут уж выбирать вам, я лично выбираю транквилы. Далее покупаем немного предметов, чтобы стать чуть плотнее. Отличным выбором будет Magic Wand или урна. Можно взять оба этих артефакта. В сумме они дадут вам целых 190 хитпоинтов. Урна также поможет более эффективно лечить союзников. Далее выбор может пасть сразу на несколько артефактов. Это Мека, Vladmir's, Форстав, Медалька или Иул. Каждый из артефактов по-своему хорош. Если вы ранее выбрали свою обувью Arcane Boots, то Мека будет смотреться неплохо. Впоследствии можно будет скрестить оба артефакта в Guardian Greaves. Также Меку стоит взять, если против нас играет достаточно большое количество АОЕ-прокастеров, таких как Зевс, Пак, Копль, Шрак, Shadowfiend и некоторые другие. Vladmir's тоже весьма эффективен, и на Абадоне смотрится он отлично. Помимо того, что Vladmir's дает бонус всей команде, он и конкретно Абадону дает возможность фармить в лесу, не теряя жизней. Очень хорошим выбором Vladmir's будет против героев, которые снижают защиту, например, Shadowfiend, Dazzle, Slardar, Алхимик и Вивер. Таким образом, аура Vladmir's поможет компенсировать разницу в защите между вашей командой и командой противника. Форстав вообще редко бывает лишним. Если чувствуете, что никто из вашей команды о нем не думает, то можно смело собирать его в любом случае. Особенно эффективно против Клокверка, так как позволяет выталкивать союзников из его коробки, да и себя спасти порой поможет. Медалька особенно хороша, если вы играете за сторону Дайер и планируете убивать рошанов, так как в вашем пике есть какие-то герои, которые особенно эффективно могут это делать. Например, Ланая, Бристлбэк, Дроу Рейнджер, Визаж и другие персонажи с большим физическим уроном и минус-арморами. В общем, медалька почти всегда актуальна, так как из нее можно сделать Solar Crest, который является крайне сильным саппорт-предметом. Иул достаточно ситуативен, он очень полезен, чтобы догонять врагов, а также чтобы сбивать при его помощи телепортацию. О его покупке стоит задуматься, если в вашей команде мало станов. Если игра заходит в позднюю стадию и у вас начинают появляться дополнительные деньги, то можете задуматься об Аганиме, Хексе или Керасе. Аганим берем в случае, если у противника много героев с сильным АОЕ уроном. Аганим очень хорошо работает против них. Если таких героев у противника нет, то про Аганим забываем. Хекс хорош в любом случае. Лишний дизейбл никогда не повредит команде. То же самое можно сказать и про Керасу. Если в команде ее никто не покупает, это будет отличный выбор для вас. Переходим к покупкам для кэри. Самым простым начальным закупом будет щиток, топорик и танго. Без щитка на линию лучше не приходить, а вот топорик — вещь ситуационная. Если вы уверены в своих способностях к фарму и без топорика, то можете заменить его на дополнительный реген в виде фласки или взять немного статов в виде пары веток или цирклетика. Стараемся как можно быстрее взять ботинок и сразу же переделать его в фейс-бутсы. Выбор также может пасть на Power Treats, но фейс-бутсы наиболее эффективны, так как мобильности Абадону не достает. После покупки фейс-бутсов лучшим выбором станет Мидас. Мидас покупать перед фейс-бутсами я не рекомендую, так как можно начать сильно страдать, играя без башмака. Мидас просто необходим Абадону, так как Абадон не обладает какими-либо возможностями к быстрому фарму, а значит неизбежно будет отставать в золоте от многих других кэри. Если чувствуете, что игра у вас идет, вы убиваете, ломаете башни и деньги текут рекой, быстренько покупаем Сашу Яшу. Она крайне хорошо смотрится на Абадоне. Если дела идут хуже, то сначала можно взять барабаны, а уже потом выходить в Сашу Яшу. После покупки этих артефактов стоит задуматься об уроне. Оптимальным выбором для Абадона является Мьёлнир, так как навесив на себя Мьёлнир плюс щит, Абадон становится неким подобием очень опасного скунса. Бить его не хочется, а не бить не получается, урона он наносит крайне много. Далее Башер или МКБ. МКБ покупаем, если вы столкнулись с героями, которые имеют увороты, или кто-то собрал бабочку, Solar Crest или алебарду. Отличным завершением нашего билда станет Кераса. Конечно, со временем вы улучшаете Башер до Абиссала, продаете Мидас и вместо него берете еще один артефакт. Скорее всего, это должен быть еще один артефакт на урон, то есть Дейдалус, МКБ, если у вас его все еще нет, или даже Рапира. На Абадоне смотрится неплохо ввиду его живучести. Также может быть необходим БКБ, если у героев противника слишком много разнообразных дизейблов и начинают появляться хексы.
Не покупайте БКБ на Абадоне рано, ему оно фактически не нужно и может быть полезно только одним из последних предметов. От действия Абадона в игре подчас может зависеть очень многое. Вначале стараемся сейвить своего союзника на линии, но если противник может также убивать не только на вашей линии, но и на другой, обязательно покупаем свиток телепортации и всегда стараемся оставить около 200 маны, чтобы хватило на телепорт и щит после телепортации для вашего союзника. Редко стараемся ходить в одиночку, часто перемещаемся с кем-то. Особенное внимание нужно уделять союзникам, которые идут максимально далеко на территорию противника. Риск в доте – необходимое дело, и Абадон может этот риск очень хорошо страховать. В драке стараемся занимать такие позиции, чтобы не подставиться под сайленсы противника. Герои с сайленсами будут искать вас в первую очередь. Прячемся в тени, находимся на некотором расстоянии от эпицентра. В драку можно вылетать уже после того, как сайленсы были повешены на другие цели. Если у противников нет сайленсов, то наша задача гораздо проще. Однако все равно в самое пекло лезть не стоит. Задача Абадона — спасать союзников, но если Абадон сам будет находиться в каком-нибудь стане, то спасти никого он не сможет. Еще до драки старайтесь прикинуть, что именно может произойти и кого конкретно и от чего, скорее всего, придется спасать. Подобный подход очень сильно облегчит игру. Скажем, если у противника есть бестмастер, то будьте уверены, что скорее всего он будет станить вашего кэри. Представим, что это Луна. Ваша задача сразу же после этого снять стан щитом и полечить своего кэри при помощи Кайла. Если вы бросите щит куда-то в другую сторону или он окажется на кулдауне, то такая ошибка может стоить очень многого. Помните, это всего лишь пример, и на деле в каждой игре ситуации разные, поэтому ваш собственный анализ играет здесь очень важную роль. А теперь немного о действиях по игре за кэри Абадона. Кэри Абадон — один из самых простых кэри-героев в доте. На старте стараемся как можно больше фармить, берем Мидас как можно раньше и продолжаем наш фарм. Однако, купив хоть какой-то минимум артефактов, например барабаны или Сашу Яшу, мы уже можем позволить себе идти в активные боевые действия. Особенность игры за кэри Абадона такова, что нужно стараться подключаться к своей команде как можно раньше. Абадон не тот кэри, который побеждает всех, фармя 40 минут. В лейте кэри Абадон уступает многим, но если сравнить его с теми же кэри в начале и середине игры, то он сильнее практически всех. Так что ищите варианты, навязывайте драки, тащите свою команду за собой. Абадон — один из тех кэри, который вырывается в гущу событий первый, ничего не опасаясь, и дерется там до самого конца. Тем не менее, не забывайте, что хоть вы и не саппорт, но грамотно повешенный на союзника щит может изменить ход сражения. Так что не спешите по кулдауну просто вешать щиты себе. Следите за происходящим и анализируйте возможное развитие драки. Лучшие союзники для Абадона — это герои, которые могут идти вперед и убивать врагов при самой активной поддержке самого Абадона. Как пример, это Вивер, Вайпер, Эмбер Спирит и Найтсталкер. Самые опасные противники для Абадона — это герои с длительными сайленсами, так как они очень активно мешают Абадону жить. Например, Doom, Silencer, Найтсталкер и Death Prophet. Также крайне неприятен Акс. Своим ультимейтом он полностью контрит ультимейт Абадона. Лучше всего Абадон показывает себя против героев с длительными станами и дизейблами. Например, Мирана, Бестмастер, Шадов Шаман, Бейн. Несколько готовых пиков с Абадоном. Абадон плюс Вивер, Queen of Pain, Слардар и Дазл. Абадон плюс Вайпер, Пак, Скаймак и Кентавр. Абадон плюс Бристлбэк, Тинкер, Шторм и Рубик. При помощи первого скилла Мисткоил вы можете лечить союзников БКБ, однако наносить урон противникам, которые использовали БКБ, вы не сможете. Также при помощи Мисткоил можно совершить самоубийство, тем самым не дав противнику опыт и деньги. Несмотря на то, что ультимейт Абадона включается автоматически, если количество ХП снижается ниже планки 400, Абадона можно убить так, чтобы его ультимейт так и не включился. Для этого необходимо единовременно нанести ему урон, который отнимет количество ХП большее, чем у Абадона есть в текущий момент. При данном подсчете нужно учитывать все резисты. Для подобного убийства подойдут сильные ультимейты, например, Леона или Лины, а также большие критические удары. Еще один способ нейтрализовать Абадона в ульте — это убить его ультом Акса.
Ультимейт Абаддона не будет активирован, если на Абаддоне висит ульт Дума, усиленный Аганимом. Однако, если Дум повесить после того, как Borrowed Time уже активирован, Абаддон все так же будет получать лечение от любого урона, в том числе и от урона, который наносит сам Дум. Пассивная способность Абаддона Curse of Avernus работает на здание. Таким образом, Абаддон является одним из лучших саппортов-спасателей в игре. Вы можете брать его в любой ситуации, если видите у противника много станов, нюков и дизейблов. В этом случае способности Абаддона будут просто незаменимы. Удачи и хорошей игры!